Борис Иванович, как всегда, сидел в своей избе. Его сосед помоложе слушал новые истории. Старику было порядка 70 лет, он существенную часть времени проработал в органах, а теперь был на пенсии и оставался в своем деревенском доме в компании верного пса Алабая по имени Дантес. Речь как раз зашла про Дантеса, и Борис Иванович решил рассказать своему соседу, с которым хорошо подружился, о том, как появился этот щенок. «Вообще, — сказал Борис Иванович, — мне крупные собаки не особо нравятся и, по большей части, я таких персиков обхожу, но вот история с Дантесом показала мне, что, на самом деле, эти животные достаточно умны и даже могут быть разумнее, чем некоторые люди. Хочешь послушать историю?» — спросил Борис Иванович. «Да, конечно, — отвечал его сосед. Он периодически приходил к старику, для того, чтобы помогать по дому, либо просто пообщаться и развлечь своим присутствием. Так они и коротали иногда деревенские дни. «Ну тогда слушай», — продолжил Борис Иванович и начал свой рассказ. Когда-то он жил в деревне, и поблизости к нему приехал другой человек, который занимался разведением алабаев. У него была крупная сука, алабая по имени Нора, и как раз к тому времени она ощенилась. Борис Иванович, тем не менее, все равно с настороженностью относился к таким крупным собакам и с норой не особенно общался. Однажды соседу потребовалось уехать по делам, и он попросил у Бориса Ивановича, чтобы тот смог покормить нору через дырку в заборе. Нужно было просунуть миску с едой и оставить, а после этого снова подкормить. Борис Иванович согласился, хотя и не хотя, и в один из дней он начал просовывать миску с едой, но вдруг увидел, что нора не подходит, и на участке наблюдается какой-то посторонний шум. Не обратив внимания, он пошел дальше по своим делам и спустя еще какое-то время увидел, как нора перебралась к нему на участок. Понятное дело, что такая ситуация выглядела достаточно настораживающей. Тем более, если учитывать отношение самого этого человека к крупным собакам. Сначала он подумал, что намерения у норы агрессивные, но потом понял, что она просто будто бы стоит и хочет обратить на себя внимание. Он решил как бы не замечать ее и сделать вид, что занимается своими делами. Собака постепенно пошла на него, Борис Иванович еще более насторожился, но остался ждать. Нора подошла и положила ему лапу на руку. Потом немного отошла, потом начала повторять подобные действия, и Борис Иванович понял, что она хочет, чтобы он последовал за ней. Он согласился, поглядев в умные собачьи глаза, и решил пойти туда, куда она его зовет. Борис Иванович вышел из калитки, и Нора также вышла и уверенно пошла к деревенской мельнице. Мельница была заброшена, там никто не обитал, разве деревенские распускали всякие слухи про водяных и других существ, но, понятное дело, что эти байки были просто для развлечения. Когда они дошли до мельницы, Борис Иванович увидел, как Нора перемахнула через забор и осталась сидеть на траве, ожидая, что он зайдет на мельничный участок. Борис Иванович последовал за ней, зашел на заброшенную мельницу с заколоченными окнами, увидел, что все практически полностью разрушено, царит полумрак. Нора, в свою очередь, пошла дальше, к хозяйственной пристройке за мельницей. Туда они тоже зашли, и Борис Иванович в полумраке увидел какую-то замаскированную конструкцию из досок. Приоткрыв эту конструкцию, он был шокирован тем, что увидел. Там лежали щенки алабая. Мать их, оказывается, увидела воров и покусала их за кражу. Борис Иванович испугался за щенков и попытался успокоить алабая. Постепенно, с успокоительными словами и лаской, он смог подойти ближе и начал рассматривать щенков. Он был поражен их красотой. Маленькие, пушистые шарики с ярко-черными мордашками и пушистыми хвостиками. Щенки, судя по всему, были только что рождены и еще слабо открывали глазки. Борис Иванович почувствовал нежность и любовь, которую он раньше испытывал только к своей собаке, Лайке. С щенками сейчас все хорошо, они находятся со своей мамой и Борисом Ивановичем. Он не смог не приютить их, уж больно сильно они запали ему в душу. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.